Привет, привет! С вами Алена. Давно что-то у нас с вами не было маникюрчиков, поэтому ловите оторвашку. Та, которая оторвала себе покрытие, потому что оно что-то зацеплялось. Что-то там у нее цеплялось, где-то там за волосы. В общем, было неудобно. И принесли мне вот такие ноготки. И кроме того, что они очень тонкие, они сильно оторваны, они трапециевидные, у них еще и кутикула налипшая, то есть полный комплект. А тут я у нее спрашиваю, что у нее такое на указательном пальце. Если кто знает, что это за штучка на косточке, то, пожалуйста, напишите. Ну, а тут я ей объясняла, что у нее ногти очень тонкие, эластичные, подвижные, и если она с них еще отрывает материал, то в итоге все будет не очень хорошо, как у нас и получилось. Потому что она говорит, вот что-то у меня не держится. Я говорю, ну, конечно, у вас не держится, потому что не на чем держаться. Я говорю, если гель капнуть на кожу, кожа у нас какая эластичная, она подвижная, то гель с кожи сойдет пленочкой. Вот то же самое происходит и с мягкими, тонкими, оторванными ногтями. Каждый раз, когда у вас чуть-чуть зацепился гель, и вы чуть-чуть его поддели, ну, он же цепляет ваши волосы, вы срываете верхний слой, он называется дорсальный, ну и, проще говоря, он просто отвечает за сцепку, те самые чешуйки, которые мы обычно поднимаем. И получается вот то, что мы с вами видим. А еще иногда говорят, ой, у меня после наращивания очень сильно что-то ногти испортились. Конечно, они у тебя испортились, потому что ты их сама, собственно говоря, и оторвала. Ну, а тут прям вообще комбо комбов, я даже не знаю, как это назвать. Тут прям вот, ну, вообще все на этих ногтях есть, поэтому я решила, что я просто обязана их отснять и вам показать, как мы эти ногти нарастим. Мы сделаем в итоге очень красивые миндальки, потому что моя клиентка собирается идти на свадьбу, на приглашенные гости и хочет выглядеть хорошо. И, конечно, она стесняется своих рук. Я вам больше скажу, что эта клиентка моего салона уже много-много-много лет. Она ходит к нам очень давно. И, ну, вот бывает за ней такой вот грешок. Но ничего страшного, я все объяснила и все рассказала, долго читала ей, ну, не морали и нравоучения, но объясняла, что, зачем и почему она не должна ковырять свои ноготки. И, кстати говоря, самый весомый аргумент здесь заключается в том, что наращивание стоит дороже, чем просто маникюр, поэтому проще делать просто маникюрчик и отращивать свои ногти. Ну а здесь мы уже подняли кутикулу, в работе у нас были фрезы, кристалл и для снятия и алмазные. Все одной фирмы, ссылочку обязательно оставлю. А дальше я использую ремувер. Ремувер у меня в торговой марке Podo Farm, по-моему, да, если я ничего не путаю. Он у меня новенький, я взяла его на выставке себе на пробу. Прикольная штучка, мне нравится особенно с сухими руками работать, как, допустим, вот эти, потому что он еще так немножечко увлажняет приятно. В общем, после того, как мы счистили птериги и подняли кутикулу, мы переходим к срезу и срез делаем по ремуверу. Особенность этого ремувера заключается в том, что он не нуждается в нейтрализации, то есть я его просто протираю спиртиком и все хорошо. Дальше, после того, как все наши ноготки подготовлены, я их прям слегка прошлась бафом, прям минимально, потому что мне было страшно их пилить. В общем, после этого мы все проходимся дегидратором и обязательно праймером, потому что нам нужна сцепка. Дальше у нас идет база. База-подложка, она называется универсальная. И сегодня я буду показывать торговую марку EMS Pro, потому что я привезла очень красивые гели. Ну и чтобы уж совсем все попробовать, я зацепила формы, базу, ну так что-то по мелочи, праймеры, дегидраторы и так далее. Здесь мы ставим формы, их почти не пришлось вырезать, только ушки, потому что, похоже, на нее и краили эти самые формочки. А тут мы берем гель. Я помнила, что я купила гели, потому что они мне очень сильно понравились, они были красивые. А когда я открыла банку, я думаю, блин, что-то не то. Короче, в процессе поняла, что гель-то все-таки был с блестками, и нужно было его просто размешать. Поэтому некоторые подложки у меня были выполнены без блесточек. А вот здесь я уже его промешала, потому что лопала пузырики, и потом уже блесточки всплыли.
Но сам по себе оттенок геля очень такой нежный, красивый, с легким мелким шиммером. Ну а мы уже сделали везде подложки. Подложка — это такой тонкий слой геля, который выкладывается просто на удлинение ложа и немножечко нахлест ноготочку можно сделать. Тут мы делаем небольшой опил, хотя техника называется безопильный, просто здесь пилишь немножко свободный край. И получается вот такие вот полуфабрикатики, как говорит Маша Кидяева. Ну, что-то такое вот недоделанное. Так как ногти у нас очень тонкие, и я, скорее всего, сильно буду чувствовать жар в лампе, я сначала выкладываю вот так в серединку, достраиваю небольшую часть архитектуры и просушиваю в лампе, а потом уже промазываю весь ноготь и буду ставить основную каплю. Я делаю это в 2 этапа, чтобы мой клиент не взвыл от боли и от теплового эффекта, и чтобы, в общем, не заплакала она, потому что мне все равно ее жалко, я хочу, чтобы процедура прошла максимально комфортно. К сожалению, на видео не особо видно, как... нет, вообще-то видно, нормально, по-моему, достаточно видно, как гель мерцает. Там такое легкое, деликатное мерцание. Гель зажимаем пока тепленький и наслаждаемся результатом. Хотя, честно, я все равно стала пилить. Ну, не могу я не пилить эти ногти. Мне даже самая безопильная техника все равно... Хочется мне ее, сделать опильной прям совсем чуть-чуть, потому что я вижу небольшие бачка, небольшую пузатость, и, в общем, решила я ее подобрать, нечего там пузатиться и мешать моей красивой архитектуре. Это, естественно, салонное моделирование, это никакие не арки, но арочка здесь поджимается по причине того, что ноготь трапециевидный, и хотелось бы это все поприличнее оформить. Дальше мы будем делать дизайн, но так как у нас совершенно здесь нет липкого слоя, потому что я уже пилила, я наношу тончайший слой базы, потому что мне куда-то нужно прилепить потальку. Вот такая красивая штучка, это похоже на сусальное золото. Можно купить в ногтевых магазинах, а можно купить в магазине для творчества, например, в Леонардо, который есть у нас. В общем, укладываю я поталь на быстро просушенную базу, там секунд 10-15, липнуть будет хорошо, и распределяю вот такой кисточкой, синтетикой, двоечкой, просто похлопающим движениями. По большому счету можно сделать это даже пальцем, почему бы и нет, если нет под рукой кисточки. После того, как мы расставили наши золотые пятнышки-ляпушки, я решила добавить черные. Я не знаю, как объяснить, что я хотела сделать на этих ногтях, мне просто хотелось черного и золотого. Для меня это очень праздничное сочетание, а человек все-таки идет на свадьбу. Поэтому вот что получилось, то получилось. Но в конце мне немножко напомнило это коровий принт. Хотя не стоит расстраиваться, потому что анималистичные принты, они просто в тренде. Ну а коровьи пятнышки тоже. Помнится, мне недавно все рисовали шоколад Милка. А остальные ноготули я перекрыла топом с поталью. Она уже там есть, она туда накрошена. Единственный недостаток такого топа заключается в том, что его все равно нужно забавить и перекрыть еще раз другим топом, чтобы ничего не торчало. В общем, красавчики вот такие у нас получились, ручки очень аккуратные, все чисто, красиво, я результатом очень довольна, она так вообще была просто безумно счастлива, сказала, что теперь готова ехать на праздничное торжество. Всем, кто смотрел, большое спасибо, не жалейте лайка, мне всегда приятно, я буду стараться для вас. Ну и пока-пока, с вами была Алена, до новых встреч, берегите себя и свои ногти.